Добрый день. Сегодня мы хотим рассмотреть ситуацию, которая произошла в Москве. Это теракт. Выяснить, кто стал заказчиком, почему это произошло, выяснить причины и обличить виновников. Это в эфирном пространстве. Да, вижу, кто-то в секторе интерферента вот так машет. Пылает, пылает. А в секторе магии какие-то люди, как совет, вокруг стола наклонились, а потом вытянули и так прикрепили план. Мгм. Кто это люди, которые вокруг стола стоят, приказывая назваться главному? Слышу, кто-то кричит «Шухер». Ну, давай все по плану. Давай найдем это Мгм. здание перед этим самым, все по плану. Хорошо, Виктория, отсоединись от этих ситуаций. Мгм. На счет 3 найди это здание Крокус, по-моему, так называется. Перед тем, как в него вошли эти с автоматами бойцы. На счет 3 ты это увидишь. 1, 2, 3. Да, я вижу. Я слышу шум. Ну, люди так говорят. Ну, такой шум. Угу. Угу. Так. Кто там вошел в здание с автоматами? Я вижу, что там рамка на входе. Кто-то как будто бы ее черной энергией вот так вот обводит из сектора интерферента. М, Я слышу отключить. Угу. И, и идет к сектору магии. Подключка. Слышу план убийства. Вот эти люди, которых я видела в начале. Угу. То есть эту рамку отключили специально? Да, Угу. Так. Кто с этими бойцы входит? Кто они такие? Давай посмотрим. они на бойцов не похожи, они считываются как наемники, как Мгм. спецоперация. Мгм. Кто из них главный? Приказываю ему проявиться согласно физической ДНК. Какой-то генерал типа снял фуражку, положил на стол. Мгм. Так, приказываю этому генералу отвечать, кто он такой. Он вот этих называет друзьями, Мгм. типа наемников. Но они не считываются как террористы, звучит как наемники, наемные убийцы. Мгм. Так, а этот И имеет Мгм. отношение вот к Хамасу. Не к ИГИЛу, а к Хамасу. Мгм. Я слышу Хамас. Или это отсылка, что это террористическая организация. Я слышу куратор в Кремле. Этот генерал, да, куратор. Я не знаю, сейчас я посмотрю. Мгм. Посмотри, Виктория, кто это куратор. Э, Я вижу Путина, который очень злой. У него такое лицо. Вот так Мгм. вот делает. Я слышу власть имущие. Мгм.
Так. Разборка титулов. То есть это идет как война между титульными структурами, титулами, между какими-то главарями, М. но главарями военные структуры, как ФСБ. Внутренние разборки? Да. Мгм. А чё этот Путин злой? Чё он злится? Сейчас я его спрошу. Мгм. Он орет, что его Украина достала. Я его спросила, почему. А он говорит, вот так ногами тупает и говорит, что не может ее растоптать. Мгм. И вот сейчас слышу, ИГИЛ, там тоже. Ну, Хамас, ИГИЛ, это же организации, которые Подконтрольные. Мгм. подконтрольные ФСБ. Это мне идет, что они как будто, знаешь, как палкой такой коричневой, как в осином каком-то гнезде, вот так вот шурудят, разбудили зверя, знаешь, потому что М. они организовали для своих этих потребностей, а это вышло из-под контроля. Мгм. А здесь я слышу разборки ФСБ. Так. Приказывает ему Путин отвечать. Это он организовал эти разборки? То Нет, есть он этот... показывает на кого-то. Он говорит, что он разрешил. Мгм. Показывает на кого-то, кто находится как будто бы в секторе магии, ой, секторе интерферентов, а он по отношению к Крокусу в секторе магии Магия. находится. А кто-то, вот какая-то черная энергия, я слышу, ИГИЛ. Так, кто это? В секторе интерферентов приказываю проявить согласно эфирной ДНК. Считывается духовный наставник. Мгм. И я вижу, что там такая сущность. Считывается система управления. Мгм. Система управления ФСБ. Это как отдельная сущность. Мгм. Интересно, что это за сущность. Приказывает этой сущности проявиться, согласно истинной эфирной ДНК, отвечать, кто он такой. Я вижу, что оно считывается как террор, дух Люцифера. Мгм. Узурпация власти, террор, Мгм. контроль, мишень. Мгм. Так. А кто такой этот духовный наставник? Кто-то на физике есть? Кем управляет этот дух Люцифера? Кем он управляет? Да, Дух вот этот Люцифера. духовный наставник. Это Это он и именно дух? есть. Это Мгм. дух. Он считывается как сформировавшийся в период истории. Я слышу людоедство Мгм. и я слышу гнет и М. какой-то какие-то жуткие события, когда там людей просто пытают, убивают у всех на глазах. Мгм. Так. Хорошо. Вот этот, кто спланировал этот теракт, кто на физике его спланировал? Приказываю проявиться. Какой-то генерал стоит вот так, шапочку свою эту стряхивает.
Мгм. Говорит, что ему кто-то надоел. Какая-то звучит фамилия. А, Как-то очень издалека. Это фамилия того, кто ему надоел? Да. Мгм. Так, а он-то кто И я такой? вижу, что М. он этому человеку как-то то ли буква там, то ли О, как-то вот так вот звучит. Могу пока очень Мгм. издалека еще. Может, придет Мгм. сейчас. Мгм. Говорит, что он ему надоел. И вижу, что он этому другому офицеру как будто бы ставит подножку. Я слышу теракт. Конец Мгм. карьеры. Так. Ага, значит, это сместить Подстава. хотел. Мгм. Да. Какого-то действующего. Так. Приказывает ему генералу отвечать. Зачем ему это лично нужно было организовывать эту подставу? Он показывает, как он вот так вот, грудь его так надымается, и он встает, говорит, на пьедестал славы и становится на такую черную ступеньку выше, как на пирамидку. Мгм. Сместить. Понятно. Сместить действующего А какая должность у какого-то этого офицера. действующая есть? Ну, это я так сказала генералу. Мгм. Оно не шло генералу. Я просто вижу, Мгм. что очень смутно все видно. Оно М. считывается все как запечатано. Мгм. Так, ну ладно, это значит Считывается как внутренние разборки. действующие мотивы. Действующие мотивы. Мгм. Организация теракта. Хорошо. Хорошо, Виктория, давай тогда найдем этих погибших людей, эти души, где они находятся, в каком пространстве. Найди их, где они находятся. Я вижу, что больше всего людей, я слышу, погибли в угаре. И это выглядит, как будто бы вот эта крыша, как такое серое, вот так опустилась. Мгм. Обрушение крыши. Да, и там очень много людей. А души почему-то все вот так повыше этой крыши, как в пространстве, как будто бы висят на таких ниточках. Мгм. Я слышу пространство душ усопших в теракте, а другие зарезанные. Мгм. И кровь, а некоторые лежат на полу, но их никто не спасает. Я Мгм. слышу, что ФСБ тянет лямку. Оно ждет, заметает следы, чтобы все сгорело, чтобы следы замести. Мгм. Так. А кто, значит, ответственный вот этот в погонах кто-то был, да? Да. Так. А этот Путин, это он отдал приказ о теракте? Нет, Какое он имеет не дал отношение? приказ. Мгм. Он разрешил. Я вижу у него как ниточка такая, как веревочка. Он весь как программа, он как бы считывается не свой. Мгм. Он не считывается как человек. Он просто как программа Путин, программа такая. Мгм.
такого какого-то странного цвета, розово-телесного, и у него такого же цвета этого подключка, и он как бы крючком вот так продевает этим розовым в такую черную петлю, которая идет от этого духа Люцифера. А он в эту петельку продевает, и я слышу, отдает разрешение. Мгм. И вижу его выступление, когда он сказал, что это Запад пытается дестабилизировать обстановку, а ему это выгодно. Мгм. Он это у каждого свои интересы, короче. Так, приказываю этому Путину отвечать, какое имеет право разрешать сделать это насилие. По какому праву он? Он показывает, что он стоит возле такой какой-то прозрачной с синими полосочками. Так вот. Урна считывается. И у него как карты в руках и говорит, они про меня проголосовали. Он говорит, что люди ему разрешили. Мгм. Так, Виктория, а сколько на самом деле процентов людей проголосовали за этого Путина? Истина. Я вижу вот так вот пальцы и вижу 14. 14%. Я не знаю. Ага, Я тебе 14. говорю, что я вижу. Вот так 1, Хорошо. а Мгм. потом вот так 4. Ага. Сейчас я посмотрю еще. 41%. Вот Так. так, сейчас оно как-то вот М. так, то туда, то сюда. Сейчас 4, такое черное. А белое, как прозрачное, вот это бело-прозрачное, вот эта единица туда-сюда, и палец вот так 1, а потом вот так 4, а потом опять 1. Так. Сейчас я, подожди, сейчас Мгм. я посмотрю, сколько. Мгм. Сейчас я в процентном отношении положу эти все стопки. Я слышу фальшивые бюллетени. Оппозиция подставила. Люди верили оппозиции. Они все Мгм. пришли. Им нужно было никому не прийти. Но я вижу 14. Мгм. Потому что на Западе, ну, как бы на зарубежье, там провалились выборы. Там Путина не выбрали, естественно. Мгм. Но они там тоже посфальсифицировали. Но я слышу очереди. Да, это, ну, нет, Так, хорошо, Виктория. Э, Обличаем это фальсифицированные выборы, ну, поэтому он и не считывается распространяем. как президент. Мгм. Он вообще как просто Путин, как трафарет Передаем такой. информацию, что о фальсификации человеческим душам, то есть избирателям, которые его избрали, что это все ложь, и на настоящем деле его правление нелегитимно. И призывая всем запретить ему правление и давать какие-либо разрешения на теракты и все остальное насилие. Вдруг у него руки почернели, и он показывает на этого духа Люцифера и говорит, что это не он, что люди выбрали его. И там, где этот дух, Мгм. вот он говорит, что люди выбрали его и показывает вот такую черную петлю, что Так. вот этот выбор снова типа и такая черная петля. Интересно, что же это означает? А он продевает в эту петлю такую Мгм. энергию, она похожая как лист такой, какой-то странный, тело у него такое, у этой штуки. И он продевает это в эту петельку. Что это означает, вот это действие продевания в петлю?
Сейчас я посмотрю. Мгм. Я слышу гроб. Гроб. М. И вижу, как такой гроб старый, как будто бы истлевший. Мгм. Так, что Я это слышу за... развал, разрушение, развал. Мгм. И я вижу, что история делает петлю, делает петлю. А, Я слышу заколачивание досок. Сейчас я посмотрю, что это означает. Мгм. Петля времени. Когда эта петля времени образовалась, что это было за событие? Я вижу этих, как ниндзя, они почему-то как какие-то попрыгуньи, попрыгунки, Мгм. какие-то как ниндзя. Я слышу войска Люцифера. Так. Они как будто бы делают скачки во времени. Мгм. А выглядит Окей. как эти ниндзя, как зеленые лягушки. М. Как эти черепашки-ниндзя. Мгм. Так. И как эта петля завязалась, как эти ниндзя с этим связано? Я слышу, превратили Землю в колонию. Я вижу, как будто всю планету накрыли таким черным покрывалом. И в одном месте, вот там, где пролив Брейка, там Мгм. образовалась такая петля, которая вот так затягивается. И Мгм. там портал открыт, просто как в другое измерение. И я слышу, что Землю накрыла лютая волна Мгм. Это метеорит раздора, этот упал. Мгм. раздора. И в этот момент я слышу высадка на Луну, Мгм. высадка на Луну, десант. И такие, как инопланетяне, вот точно. Какие-то странные, серые, большие, с такими глазами, глаза черные, но как будто бы еще с такими квадратами какими-то, роботизированные. А, Мгм. да. Вот этот, Виктория, портал, который открытый. Давай посмотрим зацепку, причину, почему этот портал был открыт. Почему он открыт сейчас? Почему он открылся первоначально? Из-за чего он открылся? Я слышу фотоны, какое-то идет воздействие прямо на эфир, на эфирное пространство. Я слышу зацикливание истории. И вокруг Земли образуется такая черная, как вуаль, а, ну, как будто бы вот шар такой весь черным М. покрывалом накрыли, а там в этом месте оно вот так завязано. Я слышу Так. согласие на дружбу с Люцифером. Мгм. Кто согласился на дружбу с Люцифером? Давай посмотрим. Я слышу главный
Вот только пропустила, кто это главный. Какой-то М, страны Магог. Какой-то Магог. Магог есть такая. Да. Гог и Магог. Так. Кто это Магог? Приказываем проявиться. Он также считывается упырь. Находится по отношению к планете Земля в секторе магии. Угу. Главный лицедей. Лицедей. Угу. Упырь, лицедей. Так, приказываем проявиться и отвечать, что он делает в пространстве Земли. Он говорит, что заключает соглашение на приватизацию планеты Земля иноземным разумом. Угу. Так. А Я какой слышу он? Да. бойня, бойня. И я вижу, как что-то происходит на планете Земля. Такая волна идет, Угу. и вот так деревья вот так ломаются. Так на Угу. высоте, не возле корня, а так как-то повыше. Взрывной волной. Да, они так ломаются. И какая-то странная волна, она, ну, мне так сложно сказать, к чему это относится на физике, но оно как-то вот так, как идет, какие-то волны, такие прозрачные, белые и фиолетовые, и они так как-то, вот эти энергии расползаются вот так. Именно от этого места, где эта петля. Угу. Так. И в это время я слышу по-украински запоморочення, то есть идет погибель памяти, смешение всего, и в эфирном плане все смешивается, потеряна структура власти над пространством. Я слышу духа. Угу. Да, Это Виктория. взлом, поломалась наша материя жизни, Угу. и начала устанавливаться вот эта матрица. Давай посмотрим, что за договор этот Магог заключил с Люцифером. Он почему-то считывается как лицедей. Угу. Выглядит, как будто у него шапочка, 2 разных такие рожки. Сейчас пока не идет имя. Угу. Я вижу, что это вот этот Бафомет. Вот этот он сидит. Я слышу централизованная власть. Угу. Так. Я вижу, что эти энергии как разошлись, то они как бы нашли, они начали действовать вот так, как будто бы туман расстилается вот так, где по низинам. И я вижу, что я слышу, что они нашли людоеда. То есть Угу. насчитывается, что люди имели низковибрационные энергии, и я слышу дикость. Угу. Вот. То есть вот Так. этот Гог какой-то или Магог, Угу. он какой-то дикий, лицедей. Угу. Так. То есть меняет маски. То есть он делает одно, а говорит десятое. Угу. Угу. Так. И что за договор между этим Магогом и Люцифером? Он Как? говорит, я слышу, что принял карусель, вот эту карусель, эту бесконечность этих событий повторяющихся, управление
А Мгм. он говорит Магогом. Магог — это как будто бы он показывает это как земля, а он, значит, Гог, а это вся земля как Магог, подвластная, Люциферу этому. Я слышу демагогии. То есть вот эта новая матрица, которая пришла, она, эм, звучит как демагогия. Мгм. Так, по какому праву этот Магог сдал в аренду землю? Он говорит, что он ее уплотнил. Я вижу, что он начинает проявляться. У него такой длинный хвост. Он как похож, как будто бы какое-то животное, то ли рептилия, то ли еще что-то такое странное. Этот Гог. Мгм. И одновременно как человек, и у него сверкнул глаз в третьем глазу. А я отбила эту атаку, Мгм. и этот глаз между бровями вот так как будто бы внутрь засосался. Я ему приказываю там молчать и назвать его истинное имя. Мгм. Это имеет отношение, слышь, он как будто бы в городе спрятался, Ниневия. Мгм. Так, приказывай ему отвечать, кто он такой, как мы его знаем. Он считывается как узурпатор Мгм. власти. Так, что это значит, что он уплотнил землю? Или что он там уплотнил? Он говорит, что он разоружил горожан. И я Так. вижу, как такие темные, черные энергии. А каких горожан? Мгм. Что это за горожане? Я вижу, что там какие-то одни как ангелы, а другие как считываются упыри черные. Мгм. Это кто? Жители Ниневии? Ну ладно. Приказываю ему отвечать, каким образом он уплотнил. Он говорит, что разверз небеса. Что он сделал? Давай, Виктория, посмотрим. Я вижу, что какой-то луч пошел куда-то в космос, как будто бы на какую-то ближнюю планету. Мгм. Луч пошел красный. Что это за луч? Что это за энергия? Это космическое оружие. Мгм. Как лазер или что-то такое. Мгм. Так, это вот этот Магог послал этот луч. Ну, этот Гог, да. Он говорит, Приказ. что он воевал. Мгм. Так, что это за луч он послал? Приказываем отвечать. Это считывается как передача данных Мгм. во Вселенную. Я вижу, что там, на этой планете, куда он это послал, там вот эти существа какие-то странные. Они этот луч перехватили, и он как-то согнулся. И просто как в сектор интерферентов пошел. Мгм.
Что это за информация? Приказываю ему отвечать, какую информацию он послал. Он говорит о лютой ненависти. Мгм. Приказываю ему отвечать, с какой целью он послал эту информацию, зачем ему это было нужно. Он говорит, что он позвал подмогу. Мгм. Это действие послужило, что эти вторглись в пространство. Да, Мгм. Так. Он находится в секторе магии по отношению Земли. да. Каким образом? Давай спросим у Земли, почему она допустила это насилие. Если крючок и зацепка, почему это произошло? Я слышу выбор. Чей выбор? Ну, Земля говорит по отношению к человечеству, говорит Выбор. ваш, Мгм. людей. Она говорит, вы часть меня, а я часть вас. Мгм. Так. Ну, насколько я имею выбор и власть, я запрещаю посылать этот луч в пространство от лица Земли тоже, если я могу, я приказываю этому Магогу забрать его насилие по отношению к Земле, человечеству. Но я вижу, вдруг все человечество начинает выстраиваться по две стороны, разделяется так. Они как это ретируют. Одни становятся вот так, где сектор магии, ну, магии и Мгм. интерферента в ту сторону, а другие так подлетают вверх. Мгм. Считывается, что принимают сторону, то есть идет глобальное разделение на поддерживающих коны добра и на поддерживающих узурпатора, власть узурпатора. Мгм. Так. Впереди информация, кто на стороне добра, они могут отказываться м, Ну, от я этого вижу, зла. что Мгм. они рвут бюллетени. Ну, то есть они как будто бы делали то же самый выбор, Мгм. да? То есть разрешить управлять. Ну, россияне же хотят, чтобы ими управляет узурпатор. Же мечтают, чтобы там Мгм. э, Ленин воскрес, Сталин снова воплотился. То есть им мало узурпатора, им давай еще. Вот. Мгм. Так, ну хорошо, вот этот могу. э, Я лично приказываю ему убрать эти воздействия, призывать кого-то там еще, пусть забирает его воздействие, его лучи. Да, я ему говорю, что он нас забыл спросить. Мгм. И вдруг вижу вот это дерево, которое я видела, как оно сломалось. Оно вот как будто бы корни у него вот там, где этот пролив Дрейка. А ствол вот так вот растет, а там, где крона, как будто бы крона вышла за пределы ионосферы. Мгм. Так интересно.
Я вижу, что снова я слышу Ниневия, и там в этих корнях, как я слышу, уж стародавний. То есть вот эта энергия змеи, вот эта магия, Мгм. магия насилия, да. Магия заключается в применении насилия, да. И магия действует только на тех, кто подчиняется этому насилию. То есть люди, которые хотят сознательно или подсознательно насилия, которое происходит, вот, Мгм. то они таким образом и подчиняются этой магии. Потому что есть или подчинение, или сопротивление, или принять, или отказаться. Так, хорошо. Я Этот. вижу, как в эти корни, там, где вот эта змея, там Мгм. Путин тыкает эту штучку, эту веревочку. И я его спросила, что он там делает с этими генералами. Они Мгм. тоже там находятся возле него. А он говорит, что возмущает энергии страха. Мгм. Так. А корни дерева что обозначают? В этом контексте это Мгм. как клубни. Я слышу древо, и я вижу, как они как будто бы закручиваются вот в такой узелок, но вокруг них тоже находится такое пространство, как будто бы утягивает такими вот подключками вниз в сектор интерферента, то есть низковибрационное пространство. Мгм. Я слышу, да, корни катаклизмов. То есть вот эти все катаклизмы, вот эти все несчастные случаи, войны, теракты, это все производится людьми, которые одухотворены, я слышу, духом Люцифера. То есть они проявляют на физике ту программу, которую несет в себе этот дух. Я слышу, что это программы сопротивления жизни, Мгм. матрица смерти. То есть вот эта магическая матрица смерти. Так. Ладно, приказывает тому Путину и тем генералам, кто там тыкает в корни, кто это раздражает, приказываем убрать их воздействие, пусть применяет на них же этот страх и все остальное насилие. Я это передаю, и этим душам передаю информацию, что Мгм. они на самом деле свободны, чтобы они уходили с этих низковибрационных пространств. Они как будто бы зависли там. А я вижу, что они как-то странно висят, как на веревочках, а над ними как будто бы объект какой-то завис. Я слышу жертвоприношение, Мгм. какой-то объект. Что это за объект, Виктория? Есть ли что-то на физике? Но это не на физике, это в эфирном Мгм. пространстве. Оно похоже, я слышу сепаратор. Похоже, как летающая тарелка, какая-то такая конструкция, которая, да, это как программа с пространства собиратель душ, принесенных Мгм. в жертву. То есть это акт жертвоприношения. Я слышу люциферианская секта, секта колдунов. Мгм. Ну, вот они приносили в жертву людей, вот и приносят и дальше. Люди их выбирают, и они, как бы руки у них развязаны. Именно после выборов Путин это и совершил, Мгм. потому что он получил добро на это от людей. Ну, хорошо, я обращаюсь к всем тем людям,
которые не голосовали за Путина, и призывая их запретить этим генералам, этому Путину, делать насилие над человеческим сознанием, человеческими душами. Я вижу, как интересно происходит. От этих душ отваливаются такие, я слышу, кармические зависимости. То есть на этих же душ навесили какую-то карму. Мгм. Ну, те, кто против Путина, нас большинство, эти выборы признаем нелегитимными. Он не имеет права командовать, приказываем ему забирать его воздействие, карму. И пусть Люцифер, кто подставил это все дело, приказываем ему, истинному виновнику, забирать все его воздействия и карму. Я вижу, как кто-то из этих душ, которые там подвешены, показывает и говорит, выход есть. Бедные люди. Они погибли, потому что они заблудились, у них не было выхода. Мгм. А кто-то говорит, выход есть, показывает. Я передаю информацию, чтобы освободилась каждая божественная душа и передала информацию всем тем душам, которые находятся в этой эгрегориальной структуре, чтобы все Мгм. освобождались и отдавали карму за этот теракт, а также за все теракты, совершенные по всему миру. И за все теракты, которые происходят каждый день в Украине. Потому что никто об этом не говорит, но каждый день Россия терроризирует Украину, города, люди гибнут в огне, под завалами, под бомбами, от осколков, гибнут женщины, дети. И это тоже проявление этого духа Люцифера. Мгм. Снова я слышу вот это интересное, что нашел, как будто бы эта энергия так вот пошла и так в такую как долину. И слышу, что эта энергия как бы нашла как бы родственных душ людоедов. То есть людей, М. которые у них нет вот этого возвышенного чувства человеческого, достоинства. То есть они вот, для них это убивать людей, это как позавтракать, все равно что. Никаких духовных ценностей. Ну, даже понятия в голове такого не существует. Мгм. Так, что эти души освобождаются, Виктория? Я вижу, что они освобождаются, и от них как-то вот эти черные энергии как, как струны лопают. И такие Мгм. шары черные падают туда, в нижнее пространство. Мы отдаем карму каждому, кто организовал этот теракт, Мгм. кто поднял руку на человеческую жизнь, на коны жизни и таким образом кинул тень на Первотворца, на его устройство жизни. А все эти энергии я собираю и отдаю карму всем виновникам Мгм. и передаю Отдаем. информацию всему человечеству, чтобы каждая живая душа выбирала жизнь, гармонию, свет, процветание и добро для всех. Для себя Мгм. в первую очередь и для всех. Мгм. Так, Виктория, еще посмотри вот это заключение, какое-то соглашение на приватизацию. Где это соглашение находится? Ну, вот оно там находится. Мгм. М. Можно его расторгнуть? Ну, мы расторгаем, мы можем, конечно. Каждый может присоединиться и расторгнуть это Мгм. соглашение, передавать, я слышу, информацию о подчинении. То есть
Вот это информация о подчинении, типа коллаборация. Ничего более низкого и подлого, чем коллаборация с узурпирующей властью, нет. То есть это Мгм. очень большой подчиняться власти насильника. Вот. Мгм. Так, я Мы лично забираем расторгаю, свое, да, да, наше передаем всем. соглашение мы забираем и передаем душам человеческое сознание в эфирное пространство, призыв на расторжение этой приватизации. Да, интересно, Сказать. как я вижу, как расстилается огромная книга, как будто бы вот так посреди земли, сквозь землю такая книга. И ты вот говоришь, и вот э, идет как все должно быть по-другому, по-новому. Мгм. Расторгаем этот контракт, Люциферу приказываем забирать его воздействие, все эти катаклизмы. Пусть забирает и карму забирает. Призываем Землю отдавать карму и отсоединяться этих низковибрационных энергий. Я Этих. слышу, снова вижу тот момент, я слышу, что Земля содрогнулась и умерла. То есть мы как будто бы на мертвой планете живем. Она умерла. Сейчас я посмотрю. Мгм. Я слышу, что древо жизни умерло. Вот это дерево, которое я видела, так это древо жизни. И считывается, что мы живем сейчас в мертвой матрице смерти, что мы запакованы в этой гробнице, как гроб М. вот этот. Так, интересненько. Я вижу, как доски, как будто бы такие замшелые, а сквозь них там свет такой. Я слышу, что переговариваются. Светлые души переговариваются. Мгм. Сейчас я послушаю, о чем они говорят. Послушай. Они говорят, что они притворялись мертвыми. И единоразово говорит, выйдем все вместе Мгм. говорят, на цивилизационный уровень сознания, Мгм. потому что вот эта матрица, она как гроб мертвый, а живое сознание, а, а, оно имеет способность вот так расти, как оно хочет. Просто оно может вот так вспыхнуть, разрастись, сколько хочет. Мгм. Так. Понятно. Вот этот выйти всем вместе, это как бы наша миссия. Я слышу разоружиться. А что это М. значит? Что это означает? М. Я вижу, как эти светлые души, а с них такие темные ниточки выходят. А оружие против человеческой души– это вот эти привязки к антимиру. Я слышу отлучиться от магии, отлучиться от насилия. Мгм. Да. От магии, насилия, коллаборации, То есть, лжи. да, вот это уничтожить вот эту кармическую зависимость. Мгм. Потому что солнце ни с кем не борется, оно просто светит. Свет ни с кем не борется, добро не борется, оно просто существует. И там, где есть свет, там нет тьмы. Да, спокойно светит, планетки крутятся.
в гармонии. Никто никому не мешает. Так, ну хорошо, Виктория. Этим тоже насильникам, кто там на физике с оружием пришел в этот крокус, им тоже приказываем забирать их воздействие, карму отдаем. Мгм. Очищаем пространство. Да. Хорошо, Виктория. Все эти ситуации отсоединяйся от них. Мгм. Хорошо. Ну, прости, все ли мы сделали по этому вопросу, который мы запланировали? Что-то еще нужно сделать? Ну, В рамках как этого сказать. сеанса. Ну, в рамках этого сеанса, да, мы сделали, обличили эту террористическую, узурпирующую Власть. Ага. да, власть узурпаторов, да, Мгм. которые создали все эти условия террористические. Нормально, в нормальной стране никаких, где власть нормальная. А что такое терроризм? Это бизнес. Забери от бизнеса деньги, и бизнес развалится. Мгм. Хорошо, Виктория. Эту информацию, полученную на этом сеансе, распространяем по эфирному пространству. Да. Хорошо. Ну, отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Мгм. Поднимайся вверх, проверяй твое личное пространство. Да. Хорошо. Наполняемся энергией любви, жизни, светом, гармонией. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно.